Процессор V1, 30-мм динамические драйвера, активное шумоподавление, режим прозрачности, функция адаптивного управления звуком, технология DSEE для сохранения аутентичного звука, технология 360 Reality Audio для полноценного погружения в музыку. И обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к наушникам под названием Sony WH-CH720N. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного картона с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка нестандартная, наушники упакованы в ткань без какой-либо формы. Далее можно заметить кабель длиной в 1,2 метра, мини-джек на 3,5 мм с Г-образным штекером с одного конца, а также короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Мешочка для транспортировки или кейса нет, за что однозначный минус. Вес наушников 187 граммов, очень они легкие, а габариты амбушюр по внутренней части 62 на 37 мм. Далее, напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого, еще iPhone 16 на Новый год я буду разыгрывать. Перейдем же к наушникам. Начнем. Приобрести данную модель можно в черной, белой и синей расцветке. Дизайн неплохой, большая часть корпуса выполнена из матового пластика, как и крепление чашек, но в оголовье установлена металлическая дужка. Все стандартно. Плюс за то, что корпус не марки, качество материалов неплохое, но оно заметно хуже, чем у более топовых моделей от Sony. Далее, амбушюры имеют эффект памяти, они мягкие и удобные, ко всему их можно без труда заменить. Но отмечу, что на улице при температуре плюс 2 градуса они дубеют. Не сильно, но заметно. При длительном прослушивании дискомфорта я не ощутил, с головы просто так наушники не слетают, посадка комфортная, сила зажима умеренная, оголовье не давит. А вот с очками есть легкий дискомфорт, так как амбушюры давят на дужки. Вентиляционная система меня не порадовала, при пробежке на беговой дорожке уши стали потеть в первые же минуты. С другой стороны, пассивная шумоизоляция неплохая. К сожалению, наушники не складываются и в рюкзаке они могут мешаться. За это тоже минус. Чашки поворотные, регулировка чашек с учетом особенностей строения черепа довольно гибкая. Плюс на шее наушники не мешаются. Выбранный размер фиксируется уверенно, регулировка размера происходит за счет 11-ступенчатой системы. На голову взрослого человека они подходят без проблем. В целом, как и для подростка. Далее, на самих наушниках есть маркировка Left и Right, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, мини-джек на 3,5 мм для подключения устройств, 4 микрофона в общей сумме и механические кнопки для управления, но они не прорезиненные. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента и переключение между режимами шумоподавления. На нажатие наушники откликаются моментально, некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками, а некоторые голосовым гидом, для которого можно выбрать русский язык. В приложении есть возможность слегка настроить команды только для кнопки NCAMB. Также есть управление, используя голосового помощника, к примеру, Google Assistant, Amazon Alexa или голосовой ассистент устройства. Работает это дело неплохо, но не сказал бы, что всегда корректно. Летим дальше. Тип наушников закрытый, оснащена модель 30-мм динамическими драйверами и процессором V1 для более качественного и сбалансированного звука. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, частотный диапазон от 7 Гц до 20 кГц, активное шумоподавление не имеет настройку силы, но показало себя оно в использовании отлично. Подобного ANC достаточно, чтобы отрезать посторонний шум на улице. Но в метро или подобных довольно громких местах ANC не особо помогает. Режим прозрачности можно отрегулировать, плюс есть дополнительная функция «фокус на голос». В использовании данная технология показала себя хорошо, на улице без проблем можно разговаривать с собеседником, не снимая наушники, и шум ветра вам мешать не будет. Удобно, что можно настроить функцию адаптивного управления звуком с регистрацией часто посещаемых мест. Данная функция предназначена для автоматической смены режимов в соответствии с вашим образом жизни. Грубо говоря, если вы находитесь дома в тихой обстановке, то они включат ANC. Если же вы прогуливаетесь на улице, то будет включена функция прозрачности. Заряд наушников в шторке отображается. При подключении наушники автоматически подключаются к ранее подключенному устройству. Мультипоинт до 2 устройств на борту, что удобно, но вот датчиков автопаузы нету. Далее, полный цикл зарядки наушников занимает не больше 3 часов. Производитель заявляет, что данная модель может отыграть до 50 часов с выключенным ANC, а с включенным ANC до 35 часов. В моем случае по кодеку AAC без ANC на громкости в 65% они прожили 42 часа, а на 100% громкости вышло 26 часов. 5 минут подзарядки дают по моим тестам около 1 часа 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях, что не лучший результат. Функция автоматического выключения на борту, ее можно настроить в приложении. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую
советую в них прогуливаться под дождем. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Sound Connect. На главной странице с подключенными наушниками есть заряд в процентах, управление режимами шумоподавления, вкладка с уже предустановленными и хорошо настроенными эквалайзерами, плюс их можно подкрутить или создать свой собственный четырехполосный эквалайзер. Да, он простенький, хотелось бы более гибкую настройку, но, увы, что имеем, то имеем. Удобно, что есть ползунок Clear Bass для настройки низких частот, функция поиска эквалайзера с учетом предпочтений и технологии для восстановления деталей в сжатых композициях, которая местами очень даже хорошо отрабатывает. Далее есть настройка технологии 360 Reality Audio с анализом формы ушей и оптимизацией доступных приложений. Но, как мы знаем, для этого необходимо оплатить подписку, а также не все сервисы доступны в Российской Федерации. В настройках помимо перечисленного можно выбрать язык голосового гида и обновить прошивку. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Bluetooth чип довольно старенький, версии 5.2, через две стены наушники от смартфона не отваливались и фризов я не наблюдал. Стабильность связи хорошая, на улице наушники спокойно воспроизводили музыку на расстоянии 8 метров, без обрывов. В приложении можно выбрать приоритет качества звука или приоритет стабильного подключения. Но стабильность связи особо не меняется, если переключать эти режимы. Задержка на YouTube незаметная в целом, как и в играх, но для игры я бы все-таки подключал их по кабелю. В этом случае задержка будет минимальна. Примеры вы сейчас, разумеется, увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением отрабатывают средний, вау-эффекта нет, так как перегруз присутствует, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Sony WH-CH720N. И это такой, с одной стороны, дешевый вариант, они не супер дорогие в рамках модельного ряда, но, с другой стороны, по мне, очень даже неплохие. Вот так примерно вас будет слышать собеседник, хотя лучше, разумеется, для того, чтобы разговаривать, либо в телефон говорить в микрофон телефона, либо в наушниках на шнурке, там, где у вас микрофон рядом с источником, то есть рядом с фоном. Звучание. Запас громкости отличный. Данная модель в стоке имеет нейтральное звучание, без особо сильно выраженного баса или высоких частот. Лично мне подобное звучание не особо по душе. Я бы использовал кастомный эквалайзер для того, чтобы получить звук, подходящий под мои предпочтения, что и вам советую. Так как только в этом случае, если вы приобрели себе данную модель, звук заиграет совсем другими красками. В остальном середина отлично проработана, сцена широкая, детализация на отличном уровне, высокие звучат выразительно и реалистично, мужской, как и женский вокал отыгрывает модель без затруднения. Инструментал здесь различим, духовые, ударные, струнные, клавишные. При подключении по Bluetooth соединению качество звука не сильно уступает звуку по кабелю. По кабелю звучание просто другое, с усилением низов и середины. К слову, если использовать их по кабелю в выключенном состоянии, то, разумеется, управление и функции будут недоступны. Минусы: амбушюры дубеют на улице при температуре уже +2, плохая система вентиляции, нет кодека высокой четкости, нет датчиков автопаузы, нет мешочка или футляра для транспортировки, плохо различимые кнопки управления, качество материалов могло бы быть и лучше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую, Sony WH-CH720N однозначно хорошая модель, если брать ее звучание, по функциональной части они тоже хороши. Но, честно говоря, из всего, что действительно лично мне было бы необходимо, это ANC и режим прозрачности, эквалайзер, функция автоматического выключения, технология DSEE и мультипоинт. Все остальное очень интересно, но только первое время. Далее это устройство, через которое просто хочется наслаждаться своей любимой музыкой. Не больше. От меня девайсу однозначное да. Опять же, на них очень часто бывают распродажи, на одной из которых я как раз их и купил. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.